Христиане, Христос воскресе! Невольно приходится быть свидетелем того, как многие христиане наблюдают, чего-то выжидают, присматриваются, гадают, а истинно ли православный царь. А каких вы доказательств еще ждете? Вам что, мало евангельских христовых слов, сказанных Христовым последователям? И вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Не то же ли самое происходит и сейчас? За кого страдают узники Христовы? Именно за имя Христово. За Святую Троицу, за тех святых, кто не согласился осквернить свою веру. Кто из представителей мировых религий решится на страдания за свою веру, за свой народ? Никто, потому что у них нету нашего Бога, который спасает тех людей, которые прибегают к покрову Его помазанника. Убойтесь того, как бы вам не успеть высмотреть вашего спасения, благодаря вашим лукавым оправданиям, которое может пройти мимо вас. Богу лукавые и сомневающиеся не нужны. Есть такие, которые говорят: мы еще посмотрим, чтобы нам не оказаться в яме. Да вы уже в яме, а будет еще глубже, если не примете царя. Почему другие религии не говорят об опасности? А потому что у них все хорошо. Они врагу не нужны, они его не раздражают. Там нету истины. А почему, находясь в тяжелейших условиях, не перестает кричать владыка Зосима и вся царская империя? Потому что с нами Бог. Богу не угодно, чтобы все люди погибли. Испокон веков истинная церковь только и заботилась о том, чтобы исповедовать правильно Бога, обличала ереси секты, вырывая из их лап попавшихся людей, заботясь о том, чтобы ни один человек не погиб, что и поныне делает помазанник Божий и церковь царская империя, по любви и состраданию к вам. Не отвергайте, чтобы не быть отвергнутым Богом, чтобы не быть изгнанным из царского пира, как изгнали несчастного, который не был одет в одежды покаяния. Называя сектой, ересью, расколом, вы оскорбляете Святую Троицу. Вы даже разницы не знаете между этими словами. Не думайте, что это ничего не значащие слова и всего лишь какая-то мелочь. Эта мелочь может лишить вас вечного спасения. Вы отвергаете от себя спасение. Если не одумаетесь, потом вам никто не поможет. Спасайтесь, с нами Бог.